Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете уникальный рецепт солевой маски. Маски, в состав которой входят соль, это может быть морская соль, это может быть обычная поваренная соль, хорошо очищают кожу, подлечивают, уплотняют. Солевые маски для возрастной кожи дают очень хороший омолаживающий антивозрастной эффект. В момент подсыхания эта маска также будет давать и подтягивающий лифтинг-эффект. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта эту маску сделайте во второй половине дня, примерно за час или 2 до сна. Утром ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобится соль. Можно взять для сегодняшнего рецепта либо морскую соль, либо обычную поваренную соль. Главное, чтобы соль была мелкого помола. Кстати, если у вас соль очень крупная, то вы можете перемелить ее в кофемолке и использовать для приготовления сегодняшней маски. Нужно взять половину чайной ложки обычной соли, либо морской соли. Соль хорошо обеззараживает кожу, подлечивает. Единственное условие – не наносите солевые маски на поврежденную кожу, либо на кожу с микротрещинами. Кстати, соль будет хорошо подлечивать эти микротрещины, но единственный минус будет легкое пощипывание и покалывание. Следующий компонент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно. Возьмите 2 столовые ложки обычного белого риса, перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Рисовая мука хорошо осветляет кожу, хорошо смягчает. Также в момент подсыхания будет давать и подтягивающий лифтинг-эффект. Нужно взять 1 чайную ложку рисовой муки. Смешайте эти сухие компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится пенка для бритья. Пенка для умывания, пенка для бритья, либо пенка мыльная, которую вы можете приготовить самостоятельно, хорошо подходит для сегодняшней маски. В момент подсыхания будет давать подтягивающий эффект. Также в момент смывания будет очень глубоко и очень мягко очищать кожу. Способствует глубокому отшелушиванию верхних ороговевших слоев клеток. Кстати, если у вас нет готовой пенки для умывания, либо пенки для бритья, вы можете приготовить мыльный состав самостоятельно. Натрите на очень мелкой терке обычное мыло. Лучше всего взять мыло глицериновое, детское, либо оливковое. Залейте сверху теплой водой. Доведите до однородного состояния и используйте для сегодняшней маски. Нужно взять 1 чайную ложку. Если вы используете пенку для умывания, то возьмите этого пенного состава с верхом, с горкой, так, чтобы компоненты хорошо между собой в дальнейшем перемешались. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно взбивайте все компоненты. Если сегодняшняя маска получается слегка густоватая, то пенный ингредиент вы можете добавить. То же самое сделаю и я. Не бойтесь добавлять компонент пенный, так как количество маски достаточно для нескольких раз применения. Если вы сделали большее количество сегодняшней маски, то эту маску можно хранить в холодильнике и использовать в недельном уходе. Сделать эту маску можно также через день, и очищение будет просто великолепным. После того, как смешали эти ингредиенты, добавляем следующий ингредиент. И следующий ингредиент – это витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Витамин Е хорошо увлажняет кожу, хорошо питает. В сегодняшнем составе витамин Е будет играть роль смягчающего ингредиента.
Я уверена, что мои постоянные зрители принимают витамин Е вовнутрь. Это укрепляет сосуды, улучшает тургор кожи, улучшает состояние ногтей, волос, состояние кожи, улучшает плотность кожи. Вы применяете это вовнутрь. Я тоже ежедневно принимаю 1 капсулу витамина Е. А для домашних масок я использую масляный состав. В сегодняшнюю маску нужно добавить 10 капель витамина Е. Кстати, если у вас есть только капсульный состав, то добавьте 1 капсулу витамина Е. И также тщательно смешайте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Можно использовать сок алоэ уже готовый. Я использую готовый 95% натуральный сок алоэ. Также вы можете использовать натуральный сок алоэ из растений, который, возможно, растет у вас на подоконнике. Срежьте толстый лист, уберите кожицу и используйте кашицу. Также для сегодняшней маски подойдет и гель сока алоэ. Если вы используете гелевую основу, то разведите ее в пропорции 1 к 1 с обычной кипяченой водой. И добавляйте в домашние маски. Нужно взять также 1 чайную ложку сока алоэ. Сок алоэ хорошо увлажняет кожу, дает очень хорошее сияние. Если у вас тусклый цвет лица и кожа потеряла свою эластичность, стала дряблой, то сок алоэ хорошо справляется с этими проблемами. Хорошо также смешайте все компоненты так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. В момент смешивания этих ингредиентов маска будет принимать более пышную консистенцию, так как в составе есть пенный компонент. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Сегодняшняя маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта нанесите эту маску на подготовленную кожу. Как правильно подготовить лицо для нанесения домашних масок, вы можете найти на моем канале. Я оставлю все ссылки в первом закрепленном комментарии. Нанесите эту маску по кожным массажным линиям в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается. Поэтому сразу нанесите 2 слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажными руками и сделайте массажные движения по кожным массажным линиям. В момент смывания вспеньте эту маску, что будет давать дополнительный очищающий эффект. Маска не требует последующего тонизирования кожи, поэтому сразу после смывания нанесите питательный или увлажняющий крем. Рецепты домашних кремов вы также можете найти на моем канале. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.